Всем привет! И в этом видео мы с вами поговорим о правильном натяжении ниток и о том, как их отрегулировать. Будет на примере машинки AEG, такая одна из более-менее современных моделей с шпульным устройством вертикального типа, с вертикальным челноком. Вот на примере этого мы будем рассматривать, как правильно настроить строчку, как добиться такого хорошего шва. Можно сказать, идеального. В данном случае этот шов не идеален, поскольку видим, что выкидывает нитку. В одних случаях на лицо. Так, сейчас сфокусируемся. В других случаях это белая нитка. Здесь видно вот на шве. Она вытягивает наизнанку. То есть вот что от чего зависит, куда что крутить, об этом поговорим. Итак, на что нужно обратить внимание? Я предлагаю вам начать свою настройку с того, что вы ставите регулятор верхней нити на 4. Это базовая такая точка отсчета, регулировка, которую рекомендует большинство производителей. Мы постараемся посмотреть это на примере машинки, и зачастую вот получается вверх, это и будет наша с вами точка отсчета, то, с чего мы с вами будем начинать. Регулировать низ, и в данном случае будем регулировать мы с вами шпульный колпачок. То есть тоже вот эти точки отсчета, с чего мы начинаем, как вообще правильно заправить, какие есть особенности, хитрости и так далее. Итак, каким образом заправлять шпулю? Производитель рекомендует направление вращения шпули в обратную сторону. То есть в данном случае вот это правильно, когда мы отводим нитку назад, вот она в эту сторону раскручивается, и заводим сюда. То есть вот это правильная заправка шпули, и вот этот момент принципиален, потому что зачастую из-за этого тоже очень много нюансов есть. Нить должна тянуться с небольшой затяжкой, то есть вот как йо-йо кидаем, и она чуть-чуть должна провисать. Если она у нас, допустим, сейчас опустим, опускаем мы обычной отверточкой, допустим, на полоборота. Она вообще вот под своим весом тянется. Вот посмотрим, что мы с вами получим, если сильно ослаблена у нас с вами нижняя нить. То есть как бы две вот таких крайности при правильно настроенной машине. Потому что зачастую бывает так, что залезли в регулировку челнока, и потом начинаются приключения. Итак, строчим и пробуем опять-таки на зигзаге при установленной заводской отстройке на 4. Смотрим, что у нас получается. Возьмем контрастную ткань обычную, чтобы было видно. Так, что мы видим? Лицо более-менее нормальное, но у нас с вами вот вытягивает изнанку. Хотя я вот чуть-чуть отпустил, но мы видим в данном случае, сейчас вот возьмем крупным планом именно вот этот узел. То есть вот выкидывает так называемые точечки. На некоторых машинках может перетяжка быть еще больше. Вот это показывает то, что у нас с вами сильно ослаблена нижняя нить. Хотя я буквально чуть-чуть открутил. То есть мы возвращаемся к нормальной настройке. То есть она должна не провисать под своим весом. Сейчас, наверное, мы с вами зарегулируем и шпульный колпачок. И посмотрите, какой у нас с вами вообще результат, когда очень плотно идет верхняя нить. Опять-таки, очень много моментов зависит от самого шпульного колпачка, поскольку есть как бы вот удачная, классная, вот он с усилием тянется. И сейчас вот это усилие мы с вами посмотрим на, опять-таки, зигзаги при одинаковой затяжке. Так. Начнем вот здесь, вот с этой стороны, то есть у нас белая будет по лицу. То есть мы сейчас делаем контраст. То есть вот лицевая строчка нормальная.
на изнанку. Вот теперь у нас выкидывают белые петельки. Чтобы добиться идеальной строчки, то есть как бы чтобы вот этот узелок и эти переплетения у нас с вами были именно внутри материала, то есть не выскакивали ни с лицевой, ни изнаночной стороны. Вот сама точка отсчета какая? Во-первых, мы ставим верхнюю в четверочку на зигзаге, он стоит. И во-вторых, нам как раз нужно добиться того результата, когда у нас, вот как ее мы бросаем, и оно чуть-чуть идет вниз. То есть вот. Средний момент, чтобы оно вот висело, но при легком покачивании опускалось вниз. Вот это основной принцип, которого важно придерживаться. Опять-таки, если машинка отрегулирована правильно, плюс-минус полоборота особо роли не сыграет. Если машинка где-то уже на грани и пытается разрегулироваться, но нет механика, и вы ничего не можете сделать, вот этот вот момент плюс-минус полоборота критичный. Итак, пробуем. То есть вот прошили мы на четверочке. Что мы видим? Так, ну давайте, наверное, возьмем. То есть вот он шов. Так, сейчас сфокусируемся. Чуть-чуть в двух местах выскочила нитка, дальше вот она ровно пошла. То же самое по изнанке. Вот чуть-чуть выскочила лицевая нить. Вот. Видим, чуть-чуть выскочила. Вот выскочила. Вот выскочила. Ну, можно сказать, что вот такой вариант, это вообще шикарный вариант, который должен получиться. С учетом того, что нитки, на которых сейчас опробование производится, самое дешевое, самое паршивое, то есть как бы они покупались пачкой за 10 гривен 10 штук. То есть качество, ну, единственное, что хорошее на разрыв, а так, ну, кручение, все остальное, ну, можно сказать, что это самые паршивые нитки. Но вместе с тем, нормально отрегулированная машина, вот, на заводских параметрах четверки, можно сказать, что дает практически вот идеальный вариант на контрастных нитках, лицо-изнанка, на зигзаге. Это вот как раз особенно видно. То есть вот чуть-чуть в некотором случае оно выкидывает у нас вот точка выкинула, вот точка выкинула, тут вообще вот идеально пошло. Вот, но чуть-чуть перетянуло. Так, сейчас возьмем. То есть вот, но чуть-чуть перетянуло за счет, ну вот оно втянулось, вот чуть-чуть белое видно. Если мы с вами поставим прямую строчку, вот на машинке это прямая строчка ставится, и попробуем прошить, вот вы как раз посмотрите, что у нас с вами получается. То есть ткань не затянута, но в принципе нормально идет строчка. В данном случае давайте посмотрим. То есть конкретно по прямой строчке, то есть видим, что изнанка у нас хорошая, а вот на лицо у нас вытягивает. То есть по зигзагу идет классно, но по прямой строчке у нас получается сильно ослабленная верхняя нить. То есть как бы вот ее можно потянуть, и переплетение есть, но выскакивает все-таки чуть-чуть красное. А если мы регулируем по зигзагу, натяжка вот такая. Если нам принципиально верхняя строчка, то есть вот она принципиальная строчка, показано, что у нас вытягивает на четверке нить со шпульного колпачка. Значит, нам надо чуть-чуть подтянуть. Сделать чуть больше усилия. Как обычно регулировка идет, я обычно пол оборота максимум добавляю на нитку.
Вот, полоборотика добавили, даже где-то 2/3. И пробуем. Потому что иногда бывает в процессе регулировки швея нарегулируется так, что голова уже идет кругом, а эффекта нету никакого. То, чтобы вот этот момент компенсировать, ну вот сейчас смотрим, что у нас получается. Итак, видим, что у нас немножко все-таки дальше, как бы лучшее переплетение, но чуть-чуть выкидывает на лицо изнаночную нить. По изнанке вот он шов шикарный. То есть опять-таки, значит, еще чуть-чуть добавляем затяжку на шпульном колпачке. То есть как бы вот регулируем подобным образом, чуть-чуть, плюс-минус полоборотика. И мы смотрим на тот результат, который получается. Так. Ну и вот у нас лицо. Красного практически не видно. То есть вот узелок переплетения в середине. Вот у нас изнанка. То есть у нас не видно белого на изнанке. Вот это вот идеальная строчка, которая у нас получается, если мы ориентируемся на прямую. Если мы переключим на зигзаг, посмотрим, что же на этой затяжке у нас получается. На зигзаге проложим ровную строчку. Ну, мы видим, что на зигзаге вот уже начала немножко собирать ткань и чуть-чуть вытягивает игольную нить. Ну, в принципе, если одинаковая нить стоит, то это не критично. Либо же мы можем просто-напросто затянуть чуть-чуть игольную верхнюю нитку, там, допустим, не 4, а 5. Вот здесь вот поставить положение. Вот давайте сейчас попробуем и увидим, что у нас получается. Вот, мы с вами чуть-чуть добавили затяжку. Все, нитка уже закончилась. Ну, по крайней мере, вот начало. То есть вот у нас пошла строчка, вот она лицо. Нет, точнее, вот она изнанка красная. Вот оно лицо. То есть за счет того, что на зигзаге мы добавили чуть-чуть затяжки, уже более корректная строчка. Опять-таки, если мы берем зигзаг, чтобы не стягивал ткань, и нам принципиальный момент, берем, к примеру, 4, даже иногда 3. И от этой точки отсчета берем тот шов, который нам нужен. Мы добиваемся идеала. Если же это прямая строчка, опять-таки, рекомендуемое значение производителя, как правило, это 4. Вот в данном случае машина, то, что мы видели, она настроена на среднюю ткань. И вот при той ткани, которую мы с вами шили, то есть вот она лицо, изнаночка. Так, где-то здесь было. Надо вспомнить. Мы уже пошили много. Да, наверное, сейчас не найду. Вот, похоже, мы ее зашили просто. Да, вот этот шов. То есть вот она изнанка. Чуть-чуть вот при развороте проглядывает белая точка. То же самое на лице. Вот чуть-чуть красная проглядывает. Если мы с вами как раз хотим, чтобы у нас не стягивала ткань, но равномерное было приплетение, берем контрастную нить и добиваемся регулировки шпульным колпачком. Шаг за шагом, там полоборотика или буквально треть оборотика, отрегулировали, проверили, отрегулировали, проверили, добиваясь того результата, который нужен. Итак, если подытожить, первое, что нам надо, мы ставим регулятор положения 4, если это обычная средняя ткань, и уже от этого регулятора мы выбираем необходимый шов и уже корректируем непосредственно сам шпульный колпачок. В данном случае у нас здесь уже просто закончилась нитка. Обязательно обращаем внимание на то, как мы заправляем нитку, потому что это тоже в некоторых случаях принципиальный момент.
И помимо этого мы с вами определяемся, какой вообще шов для нас важен, какой момент принципиален. То ли это прямая строчка, затяжка будет чуть-чуть больше, или же это зигзаг, он будет тогда в итоге слабее. Ну сейчас вот он тоже чуть-чуть опускается, но так с особо чувствительным усилием. То есть вот эти советы, то, что вы можете применить. На этом все. Надеюсь, что это видео вам окажется полезным, пригодится. Рекомендую также вам обратить внимание на другие видео на моем канале. Вполне возможно, что что-то полезное будет для вас. И до новых видео.